Сегодня будем делать небольшой сейф с интересным механизмом, заодно испытаем новый сварочный аппарат и многое другое. Приветствую вас на канале Левша. Довольно давно у меня лежит лист металла, сейчас мы его распилим и воплотим давнюю задумку. Как говорится, все гениальное просто. Ну, на гениальность я не претендую, а вот на простоту, пожалуй. В общем, сделаем маленький сейф с простым, да не с простым механизмом. Для начала переточил под свои нужды фрезу для раскроя. Это будет основной корпус нашего сейфа, а складывать будем его как картонную коробку. V-образной фрезой проходим по месту сгиба, другой же фрезой будем вырезать, хотя это можно сделать и болгаркой. Зачищаем неровные края и складываем. Для этого бы, конечно, специальный инструмент, но ради одного раза не стал покупать. Делаем небольшие прихватки, и после складывания их видно не будет. Повторив так 4 раза, собираем нашу коробку. Вроде все сходится, лучше бы, конечно, чтобы металл был хотя бы двойка. То ли я такой сварщик, то ли этот аппарат не совсем для миниатюрных вещей, хоть электрод и 1,6 всего лишь, но варить было не очень легко. В общем, чтобы не деформировать металл, пришлось варить короткими перебежками. Конечно, это не шов сварщика с 30-летним стажем, но для первого раза пойдет. Но корпус это не самое сложное. Самое сложное это дверь, вернее ее внутренняя начинка. Отверстие делаем фрезой, а по контуру делаем только разметку. Пилить будем дисками. В данном случае шпиндель не вращается, а просто продавливается металл. Это были части внутреннего замка, а теперь краим саму дверь. Для такой работы, конечно, больше подходит фрезерный станок по металлу. Этот же станок больше для обработки древесины, а при обработке металла его нужно использовать очень и очень аккуратно. Поскольку с металлом тоже приходится иметь дело, в будущем планирую себе и такой приобрести. В общем, выкройка в кавычках уже почти готова, теперь нужно также ее собрать. Немного не рассчитал глубину, и теперь придется проварить все соединения. Сам процесс сварки больше пока не показываю, потому как долго нужно перестраивать камеру. Внутренний механизм довольно маленький, поэтому сначала по контуру проходим болгаркой, но потом будем доводить маленькими отрезными дисками. По сути, это даже быстрее, чем обрабатывать на станке. Конечно, можно вырезать и ножницами по металлу, но потом пришлось бы все выравнивать, а это не есть хорошо.
В общем, после всех манипуляций получается два вот таких зеркальных кронштейна. Теперь нужно загнуть у них края. Для большей жесткости мы потом их пропаяем, и этого будет вполне достаточно. Все вроде подошло, далее привариваем направляющие. Сделать миниатюрный сейф я, конечно, могу, а вот за настоящий большой уже не возьмусь, так как для этого нужно совсем другое оборудование и серьезное производство. Кстати, крупнейший в России и один из крупнейших во всей Европе производителей сейфов — российская компания Промет. А еще это номер один в нашей стране вообще по металлической мебели. От скамеек, офисных стеллажей, верстаков до элитных оружейных шкафов из красного дерева. У Промета есть специальная серия мебели «Практик» с верстаками, инструментальными тележками и шкафами. Просто must have, если у вас есть мастерская, гараж, автосервис или даже производство. Если вы, к примеру, ищете верстак, то у вас по-хорошему есть два варианта. Либо кустарные поделки непонятно где и кем собранные, либо продукция Промет, единственного в России предприятия, которое массово выпускает качественные и надежные верстаки. У верстаков, инструментальных тележек и шкафов «Практик» много общего. Например, десятки аксессуаров, сотни вариантов комплектаций под любой кошелек и задачи. Настоящий лего для взрослых. Можно либо сразу выбрать индивидуальный для себя комплект, или позже докупать необходимые части. Например, тумбу или экран. А сборка не сложнее сборки готовой корпусной мебели. Буквально за пару часов можно собрать все без применения специальных инструментов. Если вы присматриваете себе такую металлическую мебель, рекомендую обзор Дмитрия Юрьевича. Он же известный как переводчик Гоблин, который купил себе в студию комплект мебели серии «Практик» от компании Промет и подробно о ней рассказал. В общем, жмите по ссылке в описании. А тем временем из 4-миллиметровой полосы вырезаем основу будущего замка. В этих отверстиях будут крепиться два рычага, в них также нужно нарезать резьбу. Металл 4 мм толщиной для маленьких дисков уже не совсем под силу, а вот для УШМ самое то. В этом отверстии по центру будет располагаться рычаг, открывающий и закрывающий дверь. А вот для чего нужна эта прорезь, скажу чуть позже. Примеряем поворотные рычаги и срезаем излишки винтов. Располагаться этот механизм будет чуть ниже середины двери. И с обратной стороны есть 4 отверстия для сварки. Как уже говорил ранее, рычаги немного пропаяем для большей жесткости. Флюс, конечно, не мешает, но лучше убрать. Защелки у нас будет две. Одна будет двигаться вверх, а вторая вниз. Конечно, еще бы одну влево и вправо, но это если бы сейф был большим. Отмечаем места для прорезей под рычаги. Это нержавейка и пилится не очень шустро. Перпендикулярно прорези нужно просверлить по одному отверстию. И в них запрессовываем штифты. Опять примеряем, что-то уже даже работает. Чтобы рычаги были параллельны друг другу и имели больший ход, делаем по центру штанги небольшой пропил.
Концы засовов или защелок немного протачиваем и шлифуем для плавной работы. Далее нужно изготовить ручку, она же по сути и ключ. Делаем также крепление для накладки двери и саму накладку. У нее по центру также делаем отверстие, в которое будет вставляться ручка. Накладка крепится к двери 4 винтами. Конечно, вид внутри из-за сварки не очень презентабельный, но мы все это скроем. На этот механизм одна общая пружина, и вот так он будет работать. Штифт, он же ключ, специально расположен не по центру для одинакового смещения засовов. Дверь почти готова. Теперь нужно приварить петли. Их также изготавливаем из 8 прутка. Примеряем 2 половинки и можно приваривать. Это, кстати, была самая сложная часть по сварке, потому как дуга не всегда хотела быть там, где хотел я, чтобы она была. В итоге победила дружба, хотя сварка получилась не идеальная, но для этого есть шпаклевка. После всех мучений обезжириваем и приступаем к процессу облагораживания. Шпаклевку специально купил автомобильную, причем довольно хорошую. Наносить ее нужно очень быстро, и через полчаса после нанесения уже можно обрабатывать. Ну а дальше, естественно, грунтовка и покраска. Эти 6 отверстий вверху на двери не случайны. Об этом будет следующее видео, но если вы догадались, для чего они нужны, можете написать в комментарии. От сварки металл немного деформируется, и без шпаклевки здесь, естественно, не обойтись. Как я уже говорил, конечно, лучше было бы, если бы металл был хотя бы 2 мм толщиной. Ну а эта вещица в первую очередь декоративная, поэтому и так неплохо. Далее стандартная процедура: грунтовка и покраска. Краска ложится очень густо, и если не ошибаюсь, это шагрень. Пока сохнут основные детали, нужно закончить с внутренней накладкой. К ней нужно еще припаять направляющую, она же и держатель пружины. Эту часть решил покрасить без грунтовки. Ну и последнее, что нужно сделать сегодня, это рукоятку. Делать ее будем из такого же нержавеющего прутка, а фиксировать на клей Metal Bond. На клей, потому что нагрузка здесь небольшая и при необходимости можно будет разобрать. Хотя предназначен он для склейки именно металлов и держит довольно прилично. Резьбу под рычаги также смазываем анаэробным клеем. Или по-другому фиксатор резьбы.
Ну и обратно надеваем пружину, и механизм почти готов. Еще одна пружина нужна, чтобы выталкивать ручку в нерабочее положение. То есть по умолчанию ручка не поворачивается ни влево, ни вправо. А для того, чтобы ее повернуть, нужно сначала надавить до упора. Потом поворачиваем обратно, и замок фиксируется. А ручка возвращается в исходное положение и опять не вращается. Ну а хранить в таком сейфе можно, например, сахар в любом виде или специальную туалетную бумагу. Ну, конечно же, это шутка, а кто понял ее, ставьте палец вверх. В общем, получилась вот такая занятная вещица, но это еще не конец. Пока-пока.